Всем привет! Некоторые люди обладают таким невероятным везением, как будто пользуются чит-кодами, как в GTA. Поэтому в сегодняшней подборке я предлагаю вам взглянуть на людей, которым удалось заснять свою удачу на камеру. Смотрите подборку до конца, и вы точно останетесь под впечатлениями. Эти парни проплывали мимо айсберга и даже не подозревали, что разбудили Годзиллу. Но на самом деле от ледника откололся кусок и поднял такую сильную волну, которая неслась прямо на них. Им сильно повезло, что она стихла в нескольких метрах. Этот приятель сделал, наверное, самую лучшую фотографию в своей жизни. Это именно тот момент, когда используешь свою удачу на полную в очень важных случаях. Для тех, кто не понял, этот парень пристрелил муху дротиком. Этот лыжник катился вниз по склону и заметил чьи-то ноги, торчащие из сугроба. Сноубордист провалился вниз головой в рыхлый снег возле дерева и никак не мог выбраться самостоятельно. Ему невероятно повезло, что эти ребята катались рядом и его заметили. Водителю этого грузовика чудом удалось удержать его от переворота и избежать столкновения с другими участниками дорожного движения. Этот парень, наверное, чуть не получил нервный срыв, когда выглянул в окно и увидел башенный кран, который разворачивает сильным ветром в сторону его дома. Оказывается, чтобы быть профессиональным рыбаком, не нужно покупать кучу снастей и приманок, достаточно иметь ловкие руки. Этот парень даже и не подозревал, что лодка может подкрасться сзади, когда он гуляет по палубе. Пытаясь выполнить сальто, этот лыжник, наверное, даже и не заметил, что чуть не пропахал головой сугроб. Из-за оползня на машину упали камни с кусками грязи, которые отодвинули ее на встречную полосу, и через секунду на ее место упал огромный булыжник. Эту машину несло по скользкой дороге, но хозяину сказочно повезло, потому что она остановилась в нескольких сантиметрах от другой. Когда идет дождь, мы берем с собой зонт или одеваем капюшон, но что одевать в такой ситуации? Встречному движению очень повезло, что этот прицеп не упал на их сторону. Иногда, чтобы стать победителем, не нужно быть в первых рядах. Если бы рост репортерши был немного повыше, вряд ли бы это обошлось без последствий. Никогда не доверяйте девушке свою машину, а то она вас точно доведет до сердечного приступа. А вот это настоящая удача. Этому парню даже не нужен мотоцикл, чтобы обогнать соперника. Это было бы еще эпичней, если бы он так пересек финишную прямую. Как будто кто-то заранее предупредил всех водителей, и они специально оставили дорогу для пикапа. А у этого парня инстинкт самосохранения работает на все 100%. Наверное, чтобы работать машинистом, нужны стальные нервы. Это было очень близко, еще бы чуть-чуть, и это было бы первое в мире ДТП с участием самолета и мотоцикла. Либо этот парень джедай, либо кто-то научился читать его мысли. А этот парень сам не ожидал, что шар все-таки закатится в лузу. У этих ребят мяч попал на крышу пристроенного здания, и один из них решил его забрать, но он даже не думал, что сорвет там джекпот. Тот случай, когда погода сама говорит сидеть дома.
Прыгни на несколько секунд раньше, и этот парень точно бы не вылез из бассейна. Вот почему сначала нужно проверять, куда наступаешь в неизвестной местности. Еще бы чуть-чуть, и этому парню бы сильно не повезло. Это, конечно, хорошо, что он успел проехать, но что теперь делать оператору? Прыгни на несколько секунд позже, и этот парень бы стал носовой фигурой судна. Вот как должен выкладываться вратарь, чтобы спасти собственные ворота. Говорят, что молния не бьет два раза в одно и то же место. Видимо, эта машина исключение. К счастью, пассажиры отделались только небольшим испугом. Эти парни сильно шумели на баскетбольной площадке поздно ночью, и кто-то из соседей вызвал полицию. И полиция поставила им условие: если он сможет забросить мяч в кольцо с центра поля, то они смогут продолжать играть дальше. Огромный торнадо несется на здание, чтобы снести все на своем пути. Но, видать, природа тоже устраивает пранки, чтобы посмотреть на реакцию людей, которые были в здании. Если ваш начальник не разрешает вам отойти от рабочего места на перерыв, просто покажите ему это видео. Этой девушке очень повезло, что она вовремя отошла от стола, но вот олень, наверное, сильно расстроился, что его коварный план не удался. Зачем он спрыгнул в воду, кишащую акулами? Но ему повезло, что он спасся, забравшись на тушу мертвого кита. Парня спасли, но, пожалуй, я соглашусь с его родителями. Эти женщины даже не успели перейти дорогу, как вдруг сзади них обрушился дом. Ленивые люди ищут способ, чтобы побыстрее закончить работу, но тем, кто обладает удачей, вообще ничего не нужно делать. А вот еще одни альпинисты, которым сильно повезло, что сорвавшийся камень с горы пролетел рядом с ними. А на этом все. Пиши в комментариях, какой был самый удачный момент в твоей жизни, а также не забудь поставить лайк этому видео и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.